Большое спасибо донатерам, которые поддерживают мой канал. Люди любо находят дирижабль, и человек по имени Кит приказывает им расследовать это. Один из них спрашивает Кита, почему он был так осторожен и без причины покинул свое убежище. Он объясняет, что кто-то наблюдает за ними. Рути начинает свой день с благодарности за то, что она была способна засыпать и просыпаться утром и придерживается своего обычного распорядка дня. Она благодарна за свое новое благословение, поскольку она не смогла бы наслаждаться жизнью, если бы все еще была героиней. Рути приветствует паука Тиса и замечает, что она кажется чем-то обеспокоена. Они вдвоем посещают ее ферму, и Рути благодарит Тиса за ее помощь в выращивании. Она удивлена, что Рути решила выращивать травы, поэтому она объясняет, что хочет, чтобы травы были ее основной работой, а приключения были бы дополнительной. Она пытается расспросить Тиса о прошлой ночи, но Тиса начинает работать. Она замечает, что с травами что-то не так, и ее паук сообщает ей, что почва холодная. Они не знают, что делать, поэтому зовут Реда, и он объясняет, что это вызвано холодной плесенью, распространенной проблемой для трав. Но он знает, как это исправить. Они решают помочь, поэтому он учит их дозировкам и тому, как делать необходимые химикаты. После распыления химикатов на травы им просто нужно подождать, пока они выздоровеют. Рути благодарит Реда и снова проверяет травы, пока Ред и Тиса говорят, как она изменилась. Но Тиса кажется чем-то обеспокоена, и Рути замечает это. На следующий день Рути спрашивает Тиса о плане на день. Она говорит о травах, но Рути сообщает ей, что они о них уже позаботились. Поэтому она говорит, что у нее нет других планов, поэтому Рути просит ее сопровождать на важные задания. Но сначала им надо, как обычно, позавтракать. Они гуляют по рынку, а Тиса продолжает думать о важном задании. Внезапно появляется сумасшедший дракон, но Рути легко останавливает его и приказывает сесть. Они идут на ферму, и Рути подходит к фермеру, и она рассказывает о монстре под полем. Он думает, что она шутит, но она бьет кулаком по земле, и гигантский червь вылазит из земли. Фермер в шоке, но она разделяет червя пополам, и они понимают, что она сильнейший искатель приключений в Султане. Она говорит, что любой искатель приключений может сделать это, но Тиса сообщает ей, что другие искатели приключений не могут это сделать голыми руками. Они идут в театр смотреть спектакль. Тиса пытается получить удовольствие от этой истории, но внезапно видит Рути на сцене. Она понимает, что меч актера проклят, но актер не хочет его отдавать, думая, что его игра улучшилась из-за этого. Но он внезапно становится одержимым, и Рути пытается объяснить, что она просто авантюристка, и Тиса делает вид, что удивлена поворотом пьесы, заставляя принцессу продолжать играть и просить Рути о помощи. Позже они решаются остановиться, чтобы перекусить, и Рути говорит, что день еще не закончился. Она смотрит на Тиса и задается вопросом, не случилось ли что-то. Поэтому Тиса объясняет, что волнуется, потому что Рути ведет себя странно. Она признает, что была обеспокоена, поэтому хотела отвлечь Тисы, но все пошло не по плану. Тиса говорит Рути, что она добрая, но кажется расстроена тем, что Тиса всегда убирает беспорядок после нее, и она не может оставаться сдержанной. Но Тиса говорит, что ей стало лучше. Она благодарна за ее заботу. После этого люди любо пишут отчет о дирижабле, но Кит приказывает им удалить с него Тисы. Когда они отказываются, он убивает их. Он отправляет другой отчет Любо и продолжает ждать Тисы. Она приходит и находит Кита, и он вспоминает времена, когда они вместе тренировались под руководством своего учителя. Но она объясняет, что просто хочет избавиться от дезертира из гильдии ассасинов. Он восхищается ее жаждой крови и предлагает ей стать его правой рукой. Она спрашивает о его союзниках, но он упоминает, что они мертвы, устраняя сомнения Тисы относительно его убийства. Он думает, что ей не хватает жажды убийцы, поэтому он заявляет, что научит ее, что на самом деле значит быть убийцей. Кит бросается на нее, отталкивая ее, но она использует свою паутину для контратаки и повреждает ему глаз. Однако он выглядит в порядке и начинает использовать взрывчатку. Он знает, что она защитит дирижабль, но она не может поверить, что он прибегнул к этому методу, поскольку их учитель запретил использовать взрывчатку, чтобы избежать убийств невинных, но ему все равно, и он бросает еще больше взрывчатки в дирижабль. Тиса вся в травмах и не может понять, почему кто-то, кто раньше был верен их благословению убийцы, оказался таким. Он бросает еще взрывчатку, чтобы прикончить ее, но порыв ветра останавливает ее, и Тиса нападает на него сзади. Он умоляет сохранить ему жизнь, говоря, что работал по приказу Любо, и объясняет, что Любо хочет использовать дирижабль, но она говорит, что он нарушил самое важное правило ассасина, раскрыв тайну своего клиента, и считает его позором. Он умирает, не успев выпить зелье. Появляется Рути, и мы узнаем, что именно она помогла ей. Тиса объясняет, что Кит был дезертиром, и когда они направляются домой, она рассказывает, что гильдия убийц была создана для того, чтобы те, кто получил благословение ассасина, имели свое место. Они не так авторитарны, как думают люди.
Они могут отказаться от миссий, которые им не нравятся, и есть правило не принимать необоснованные миссии. Рути задается вопросом, что она не сказала ей об этом, чтобы не вовлекать ее, и она объясняет, что боится, что не сможет оставаться рядом с Рути, потому что она хочет жить мирной жизнью, а Тиса не может перестать быть убийцей. Рути говорит, что она все равно будет ее другом. Она говорит ей, что поможет ей независимо от того, герои они или убийцы. Мы видим, что Люба раздражен тем, что Кит не указал точное местоположение дирижабля в своем отчете, но решает пойти в Зултан с Ваном, чтобы самому проверить. Группа Вана ранена, но он хочет оставить их, заботясь о том, чтобы стать сильнее. Он объясняет, что любая жертва оправдана для развития благословения героя, и Есте, кажется, это не нравится, но Люба зовет их вернуться. В тот вечер Тиса и Рути посещают Реда, и Тиса предупреждает, что Люба ищет дирижабль. На следующее утро Ред читает газету и обнаруживает, что рыцарь по имени Эста победил генерала Лорда Демонов. Рид задается вопросом, отдаст ли он дирижабль церкви. Он верит, что они воспользуются им лучше, но он хочет убедиться, что они не найдут Рути. Он идет на ферму, довольный тем, что плесень исчезла. Рути просит о помощи, и Ред соглашается, так как он является членом гильдии торговцев и считает себя ее наставником по мирной жизни. Данан тренируется на улице, и Ред приветствует его. Он хочет, чтобы они уничтожили армию короля демонов, но Ред предпочитает жизнь в Зултане с Рид. Он предлагает выпить вместе, но Данан хочет сначала что-то сделать и просит Реда позже сразиться с ним. Рид думает, что это не кажется хорошей идеей, но Ред объясняет, что Данан настоял на этом. Рид задается вопросом, сможет ли он победить, но он считает, что у него нет шансов. Она не может поверить, что он не справится с этим, но хочет, чтобы он подрался с ней тоже, что его шокирует. Позже они видят приближающуюся к ним Яру. Она услышала о битве с Дананом и хочет обучить его, так как она идеально подходит для переобучения его боевых навыков. Рид сбита с толку, так как она маг, но она также составила знаменитую книгу о военной стратегии. Яра считает, что Реду нужно обострить свою, и говорит, что восстановить прошлые навыки будет непросто, но его разум должен иметь другой вид силы. Ред соглашается, Яра думает, что им следует пойти на тренировочное поле, поэтому они собирают вещи и отправляются на тренировочную площадку. Рути и Тиса тоже присоединяются к ним, и Тиса обеспокоена тем, что он, возможно, не сможет справиться с тренировками с Рути. Но он думает, что справится, потому что именно он научил ее пользоваться мечом. А она заявляет, что с нетерпением ждет. Внезапно появляется Данан и упоминает, что тренировочное поле — это высшая форма отдыха, поэтому он тоже хочет присоединиться к ним. Ред не против, и вскоре они разбивают лагерь у реки. Ред ставит палатку и думает о сборе дров. Появляется Тиса с дровами, но вскоре они понимают, что Данан и Рути соревнуются, и Яра ругает их за разрушение экосистемы. Они решают поесть, и Данан понимает, что прошло много времени с тех пор, как группа героев собиралась вот так. И единственные, кого нет, это Рес и Теодора. Он задается вопросом, слышал ли Ред о наемнике, победившем генерала-повелителя демонов. И Ред вспоминает, что его зовут Эста. Данан думает, что это Теодора, потому что она единственный рыцарь, который может победить генерала. В то время как Ред считает, что ее правая рука Альберт. Данан вспоминает, как он не смог отблагодарить Альберта за его спасение и планирует найти Теодору, желая присоединиться к ней. Мы видим тренировку Реда и Данана, пока Яра задается вопросом, стоит ли им тоже тренироваться, и Рид соглашается, но у Рути другие планы. Все четверо продолжают тренироваться, и мы видим, что Рути стоит под водопадом, пока Тиса наблюдает за ней. Ред и Данан пьют вместе, и Данан думает, что спарринг с ним будет веселым, и Ред думает то же самое. Группа отдыхает ночью, а Ред принимает ванну, когда появляется Рита и предлагает потереть ему спину. Рид упоминает, насколько силен Данан, и тренировки с ним заставили ее осознать, что он самый сильный человек после Рути. На следующий день Яра использует на них заклинание милосердия. Битва начинается, и Реду удается не отставать от движений Данана, уклоняясь от всех его атак. И ни один из них не может ударить друг друга. Данану удается обезоружить Реда, но он быстро перенаправляет атаку. Данан замечает, что Ред сумел предсказать все его действия. Он возвращает меч Реду, который задается вопросом, понял ли он, как победить, и Данан думает, что ему нужно изменить свой стиль боя. Они продолжают обмениваться ударами, и Ред в конечном итоге проигрывает битву. Благодарный за милосердное заклинание Яры, он надеется, что не разочаровал, и Данан упоминает, что ему было весело. Он объясняет, что ничего не понимает в спокойной жизни, поэтому и хотел сразиться с Редом, и он задается вопросом, нашел ли Данан ответ, но он заявляет, что ничему не научился. Рути упоминает, что теперь ее очередь сразиться с Дананом, поэтому он с нетерпением ждет битвы с героем, но она побеждает его всего одной атакой. Группа возвращается домой, и Альберт ждет их там. Рид спрашивает о Теодоре, но Альберт упоминает, что он пришел один, говоря, что теперь она Эста. Альберт сообщает, что Ван появился как новый герой, и он направляется к Зултану. Мы видим Лана и Лаванду в таверне. Два человека начинают драться, одного из них
убивают, и убийца объясняет, что он сделал это для того, чтобы удержать свое благословение под контролем. Но Ван тут же отрубает ему голову. Эста приходит, задаваясь вопросом, что произошло, и Иван говорит, что убил убийцу. Она хочет больше объяснений, но он не видит смысла, сказав, что он не счел необходимым поймать убийцу. Он объясняет, что убил этого человека, потому что люди с такими благословениями существуют для того, чтобы их кто-то уничтожил. Поэтому единственное, что он сделал, это выполнил свою роль и молится о жертве этого человека. Люба думает, что это слова настоящего героя, но Ван думает, что он еще не герой, потому что он не сражался с армией повелителя демонов. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.